Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале QuartUI. Итак, я тут вижу, есть легендарная фигура Темпларка, и я помню, мне когда-то писали, чтобы я ее записал, и что ж, может у меня получится в этой игре записать Темпларку. Тут по реликвиям есть аптечка, есть жезл Киры, есть Мамора. Блин, ну на самом деле много чего можно будет попробовать записать. Ладно, короче, давайте. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Трансляция идет? Опа, так это мой подписчик. Сейчас, секундочку, подожди, я тебе отвечу. Подожди секундочку, сейчас. Можно будет через баф людей. Короче, план таков. Я сначала буду играть через сильный стол, ну как обычно. Вот у меня бафорков есть, хотя на самом деле такой себе бафорков. Хорошие предметы, но нет. Так, это тоже убираем. Так, палку берем, потому что под убийц подойдет, все такое. Так. Два подписчика у меня сегодня в игре. Но это будет жесткая игра, судя по всему. Надеюсь, эта каточка удастся, потому что я хочу ее выложить, и я хочу показать мощь Темпларки. Хорошие фигуры мне приходят, на самом деле. Очень даже хорошие. Так, ману плюс 50% беру, потому что у меня есть Тинкер. Если Тинкер раннего в 2 звезды соберу, будет вообще прекрасно. Если Агра соберу в 2 звезды, будет вдвойне прекрасно. Я уже 1000 раз говорил, но 1001 раз повторю. Если у вас есть Тинкер и есть Огр, то собирайте их. Собирайте, если ранее придут они вам в 2 звезды, но тут я уже вижу, есть скилл обнаружен. Там убийца в 2 звезды, убийца Горн. Самый нормальный герой, который у вас станет не будет, зато у противника будет станет каждым ударом. Ух, еще и резак. Блин, на самом деле мне и орки обалденно идут. Но, если честно, то, скорее всего, на Темпларке будет тяжело играть из-за того, что здесь есть дух пятерка, и элементарно могут поставить тех же самых духов. Прям больно будет. Я так подумал, что орков я не хочу собирать. Но на самом деле, если довольно-таки быстро я соберу себе орков, 4 штуки ранних, то плюс 400 хп это будет очень сильно. Но для этого мне как минимум нужен будет Тинкер в 2 звезды, чтобы вот прям орков раскрыть на 200%. Кстати, чуть не забыл вам сказать. Сегодня в 6 часов вечера будет стрим. Пойду я покорять соло-ранг. Так же само буду по фану играть и все такое. Поэтому я всех обязательно жду. Залетайте, не стесняйтесь. МПРС-ка есть. Блин, ну на самом деле тут и легендарки такие классные есть. И 6 богов можно собрать. Там много чего можно будет такого интересного собрать. Ах, не знаю. Блин, Хускар еще пришел. Хускар это сильно. Вот так вот сделаю. Я как-то в 2 Тинкеров верю больше. Плюс Хускара поставлю, потому что он и регенится, и огнем выжигает. Ну, прям очень приятный персонаж. И, ребят, чтобы, короче, не пропустить мои стримы и сделать мне приятно, обязательно поставьте лайки, на мой телеграм-канал подпишитесь, потому что в своем телеграм-канале я пишу всякую информацию, там, по стримам и все такое. 2 палки не стакаются. Да, ребят, палки не стакаются. Работает одна палка. Теперь дублирующие предметы, они не работают на конкретной фигуре. То есть 2 палки, там 2 маны и тому подобное. Работает один предмет. У них теперь уникальный эффект, что... Ну, короче, я думаю, это и так прекрасно все знают. Но вдруг кто не знает. Не работают стакающиеся предметы теперь. То есть вы не можете закинуть 2 палки, не можете закинуть 2 меча. Не касается это только рапиры. Рапира стакается. Вот что-что, но рапира стакается, и разработчики этот момент продумали. Хотя не знаю, насколько это прям профитно. Они, в принципе, могли бы и оставить то, что рапира не стакается. Хотя не. Все-таки рапира это уникальный предмет, который, ну, довольно-таки сложно реализовать. Ну ладно, посмотрим. Вчера я делал вырезку со стрима из-за того, что я вам там показывал список своих игр. Вообще ничего не шло от слова совсем. И это прям какая-то, не знаю, прям подлива лютая какая-то. Так, ставлю Агра. В Агра я верю больше, чем Хускара. Предметы сейчас перекину. Я перекину в Тинкера, чтобы он быстрее ману регенил. На всякий случай я беру, если что, 2 жрецов, потому что тут есть аптечка священника. Боже, ну ребята, ну остановитесь, ну у вас и так огромные столы. Не факт, что я смогу с вами что-либо сделать. Реально у них огромные столы. Я вообще с божьей помощью только что выигрывал. Без нее никуда.
Маны у меня маловато для второго тинкера. Там тролли еще собираются. В общем, игра, я так понимаю, будет максимально потная. Еще у меня в глаз ресница, походу, попала. Потому что слезится. Да ладно. Такое. Игре не помешает. Тут, кстати, тоже должен выигрывать. Короче, какую реликвию я хочу на 10 раунде? Но на самом деле от аптечки священника я не откажусь, потому что у меня, в принципе, сейчас ситуация вообще обалденная. У меня 100 хп, 20 монет. К 10 раунду, если я минимум потеряю хп, я поставлю себе просто сверху жрецов под аптечку, и я смогу максимально разменять свое хп. Но тоже, надо будет этот момент смотреть, так как противники тоже могут взять себе аптечку священника и рассказать мне, что почем. Решил я тут взять уровень. Просто я хочу оставить 2 тинкеров, чтобы не потерять свою мощь. Потому что если я сейчас поставлю вместо 1 тинкера, я думаю, я мощь сильно потеряю. Но я надеюсь все-таки, что мне сейчас придет усиление. Потому что там столы у противников, ну прям неприятные, если честно. Неприятные прям... Ух. Кстати, медальон первого тира мы не будем скипать. Так как есть здесь дух пятерка. Хотя мало кто играет через жрецов из-за того, что есть такая вот плохая мета. Вот прям ужасная мета. Но лучше все-таки перебздеть, чем недобздеть. Так, тут же выиграю, да? Да, хорошо. Халявный ролл заработал. Ай, красота. Легионка. Ну, я, наверное, баф людей буду собирать. Боже, как хорошо мне 2 змейки пришло. Может просто переобуться и сыграть на инсектоидах. Ну, раз так хорошо пришло. Блин, сильные столы. Не знаю, каким образом я выигрываю, но я каким-то образом выигрываю. Кстати, есть хаотичный договор. Если сохраню свой винстрик, то на 10 раунде юзну хаотичный договор, буду иметь кучу денег. И будет прям лакшери ситуация. Если сейчас раунд проиграю, то я фуру продам. А я, по-моему, проиграю раунд. Ой-ой-ой, Гримтач еще так неприятно закастил свою способность. Не, я тут проиграл. Проиграл, потому что... Ну, потому что в вечном стане простоял, да? Да. Вещь-доктор закастил под чернила Гримтачи и просто меня станом испепелило. Ничего не смог сделать. Как мы можем темпларку реализовать? Можем через эльфов реализовать. Кстати, эльфы приходят. Баф людей пришел. Блин, так не хочется халявные роллы убирать. Вообще не хочется халявные роллы убирать сейчас, а выйти в уровень тоже не особо я могу. Денег не хватит. В общем, темпларку я буду реализовывать 2 способами. Это либо через убийц, либо через эльфов. Через эльфов, мне даже кажется, будет намного эффективнее. Хотя, черт его знает. Возможно, мне будет урона не хватать, и мне надо будет поставить убийц. С убийцами у меня урона должно быть хоть прям нормально. А если еще и предметы нужны упадут под убийцу, там будет вообще шик. Сейчас, короче, будем смотреть. Хочу, чтобы мне перчатка 5 тира упала на чистый урон. Под темпларку это прям вообще шикардос будет. Давай ракетки как надо. Нормально. Зарежу. Зарежу и получу халявный ролл. Отлично. Не знаю, верно я ли сейчас делаю то, что не ставлю себе баф людей, но мне кажется, верно делаю. Потому что баф людей... Ну все. Ну все. Все. Делаем красиво. Баф людей пока что не продаю. Будем, наверное, играть через эльфов. Посмотрим, смотрите. Если у меня сейчас будет хватать урона через эльфов, я оставлю эльфов. Если я буду играть и мне не будет хватать урона, то, соответственно, я поставлю себе убийц. А возможно, я поставлю себе 6 убийц, 4 ведьмака, чтобы получить себе чистый урон на тычке. И, соответственно, там есть некая вероятность при 6 убийцах, что первая тычка кританет. В общем, вот такая вот логика. Будем пробовать. Мана у меня очень грустно. В смысле? Антимаг на 5 уровне. Ребята, я до этого страдал. Очень долго страдал. Поэтому можно хотя бы мне антимаг упадет. Хочется шлем Ареса взять. Не, ну эльфы прям хорошо мне идут. 1 тинкера убираем. Ставим себе антимага. Палку перекидываем. Плащ-пальто перекидываем. Магическое сопротивление лишним не будет.
Так, один на лустрике еще играет. Фу-ху-ху. Блин, а что же мне за реликвию все-таки взять? Не знаю, что мне за реликвию взять. Вообще не знаю. Шлемареса, наверное, брать надо. Возьму себе 7 уровень, активирую Шлемареса. Дай бог придет нужная легендарка, как у моих противников обычно приходит. И будет вообще все шикарно. Хочется выйти из инкама. Хорошо. Абузим инчу. Инча — это инвестиция в лучшее будущее, напоминаю. О, урок войны вообще прекрасно. Под Фуриона то, что надо. То, что доктор прописал. Если сейчас Огр будет накидывать куда надо свою способность, то у меня Фурион будет спамить пеньков, которые, ну извините меня, будет нормально так наваливать. Взял все-таки Шлемареса. Я хочу рискнуть. Хочу рискнуть, попробовать. Может, в действительности мне рано придет темпларка. Если рано придет темпларка, кстати, видели, я не один такой скилловый, там он тоже парень нашел себе антимага раннего. Вот. Может быть, придет ранняя темпларка. Если придет ранняя темпларка, будет все прекрасно, все будет замечательно. Если же не придет, ну будет грустно, печально. Почему я это говорю? Потому что я столько раз пытался ее записать, и столько раз меня просто головой в что-то коричневое опускали, что прям... Ух, не передать словами, насколько это жестко. Именно поэтому я так немного скептически отношусь к этому шлему Аресу. У моих противников идет, ну, вот реально все как надо. Под этим шлемом. У меня идет ничего. А ну-ка, напишите в комментарии, у кого такая же ситуация, как у меня. Когда вы берете шлем Ареса, на 7 уровне ее активируете, по итогу вам ничего не падает, зато вашему противнику от А до Я падает все, что ему надо. Ну тут я, по-моему, должен выносить. Хотя тут Огр в 3 звезды. Огр в 3 звезды, если под богами, я думаю, неплохо, потому что у него КД ровно в 2 раза режется, ну, чуть больше, чем в 2 раза. И он может нормально так наспамить. Ну, не, на самом деле Огр приятный такой перс, это кусок мяса еще, который может потанчить. Но тут антимаг не имба ни разу. Вообще ни разу не имба. А мне что-то типа усиления сегодня будет приходить, я не понимаю. Просто ни Тинкера, ни Клокверка. Парень на первом месте интересно играет. Он играет, походу, будет, наверное, играть через полностью троллей. Так вот, интересно, какую сборку он там придумает дальше. Хотя, если что, я баф людей решил продать, потому что я сейчас уже 7 возьму. А от баф людей как бы особо толку не будет. Не, ну на самом деле будет толк. Но не прям огромный. Тут я проиграл, к сожалению. Антимаг не справится, да? И Огр не туда, куда надо, закастил свою способность. Ладно. Ладно. Грустно. Я думал, заберу винстрик. Но там ДК меня забрал. Да, я думаю, попробую все-таки через эльфов поиграть. Инча так хорошо идет. Еще один антимаг. Вообще идеально. Блин, ну будет круто, если я антимага раннего в 2 звезды соберу. Да, я буду через эльфа пытаться играть. Надо попробовать поиграть через эльфов. Серьезно. Я думаю, это будет очень сильно. Поставлю, кстати, ЦМ-ку. И я, наверное, антимага поменяю сейчас на резака. Вот так сделаю. Мне кажется, так стол будет намного сильнее и эффективнее. Плюс есть Огр, который накинуть может способность куда надо. Плюс у меня есть вдруг чего... Это Фурион, который наспамит своих пеньков и с пеньками будет намного проще выносить мобов. У противников, конечно, столы там тоже не шиком лыты. Нормально мобов забрал, хорошо. Может, на 20-м раунде мне упадет аптечка, хотя на самом деле на 20-м раунде аптечка это такое, 50 на 50. Но если я сохраню свое количество хп, то, в принципе, можно будет и аптечку. Марси покупать не хочу, дорого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отлично! Я буду таких
дешевых собирать эльфов. Мне нужен будет лондруид. Ой, лондруид. Мне нужен будет Тренд, Фурион, Антимаг, эльфийская волшебница. Хотя, наверное, не все нужны. Ладно, зря я Марса скипнул. Ладно. Не пинайте меня ногами. Ну, бывает. Какой же прекрасный стиль у меня на антимага. Боже, я так не могу им нарадоваться. Обалденный стиль. Просто обалденнейший. Кайф. Не знаю, один из лучших стилей в этой игре. Есть, конечно, еще и Хускар красивый, и Тролль красивый, но вот прям антимаг мне нравится нереально. Очень красивый антимаг получился. Так, там Тинкер в 3 звезды, Огр в 3 звезды, Клокверк в 3 звезды. Там тоже еще антимаг под троллями. Вот антимаг под троллями это неприятно. Скорости атаки будет не хватать. Ладно. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я себе возьму 8 уровень. На 8 уровне начну ролиться. И буду надеяться, что упадет темпларка. Либо если импресска придет, то буду играть через импресску. Что делать уже? Правильно? Я думаю, правильно. Молнии жалко не упали 2-го тира. Под молниями у меня бы антимаг нормально разрезал бы всех. Почему ты бьешь Марса? Алло! Просто трындец. Обалдеть. Дефолтная хрень. У тебя есть антимаг в 2 звезды, по итогу он к Марсу присосался, и все, и делай, что хочешь. Еще усиление на 18-м раунде ко мне пришло, спасибо. Вовремя. Тинкер в 2 звезды максимально вовремя. Не знаю, я сделаю сейчас как-то такую расстановку. Может, так у меня антимаг не будет присасываться к какому-то Марсу. Думаю, мехов уже стоит распродать. Зеркало у антимага, интересно. Интересное решение зеркало у антимага закинуть. Да, я, наверное, на 8 уровне все-таки поролюсь. У меня там будет шанс выпадения на легендарную фигуру 3%, хоть этого и мало. Но если найду и упадет на 20 раунде мне Мамора, то я, соответственно, в Мамору могу закинуть темпларку, и будет вообще шикардос. Правильно? Думаю, правильно. Я, кстати, богов сейчас заблокирую. Я думаю, да, надо богов блокировать. Чтобы просто на 2 меньше легендарных фигур было. О, да! Все. Мне на 20 раунде надо Мамора. Я, кстати, поставлю 2 цветы. Мне кажется, так будет вообще намного сильнее. Хе-хе. Не, ну это жестко. Это очень жестко. Наконец, мне довольно-таки рано упала темпларка. Кстати, тут богиня войны уже с багровым клинком. Багровый клинок на самом деле может жестко так поломать мне всю игру. В лейт стадии 100% поломала бы мне всю игру. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я хочу полностью исконно истинных эльфов собрать. Вот именно сделать 9 эльфов. Не через волшебников. Я думаю, это будет хорошо. Да, я хочу попробовать. Не через волшебников. У меня скоро 9 уже будет. Я темпларку нашел. Сейчас самое главное, чтобы не Мамора упала. Мамора упадет, я, может, даже, знаете, что попробую сделать? У меня хп достаточно. Может, попробую потерпеть, закинув туда темпларку, чтобы она апалась. Может, я ее соберу в 3 звезды через Мамору. Это, конечно, я сильно губу раскатил на то, что в 3 звезды ее соберу через Мамору. Но все же надежда умирает последней. Была не была, так сказать. Да, ну, ладно, короче, что там? Мамора. Сюда. Обузим сразу, соответственно, Мамору. Я использовал Мамору до начала следующего раунда. И закинул туда темпларку. Если вы так делаете, то есть вероятность, что будет уже 1 из 9. А когда начнется отсчет к следующему раунду, вот будет 2 из 9.
А буст Маморы удался. Я могу либо раннюю темпларку в 2 звезды достать, но я хочу все-таки попробовать ее в 3 звезды вылупить. Давайте попробуем. Ну была не была, контент требует жертв, правильно? Соберу рано в 3 звезды, имба. Не соберу, ну что ж. У меня сейчас довольно-таки сильный стол. Я думаю, будет неплохо, если сейчас еще и импресска придет, и я импресску поставлю чисто так, для поддержки трусов. Чтоб пачку болтов себе в рот не запихивать от противников. Импресска мне может помочь. Гоблины древние неприятно. Тинкер в 3 звезды через 6 богов тоже не особо приятно, но у меня этот антимаг должен справиться с этим всем. Тут дефолтный ТБ будет собираться. Как вы надоели со своим ТБ, честное слово. Да. Антимаг там с волшебным зеркалом из взгляда Мазеса. Блин, случайно, если что, уровень взял. ВР-ку продам, мне ВР-ка не особо нужна. Мне надо, получается, Мартретка, Тренд Фурион, Пак, Антимаг, Темпларка и Марси. Дизраптор есть в игре. Вот Дизраптор, конечно, это неприятно против эльфов. Дизраптор спокойно всех иллюзий забирает, нечего делать. Эмпресску уже нашел. И Дизраптора. И Лешего нашел. Хорош. Красавчик. Вопросов по скиллу не имею. Я одну легендарку нашел. Он 3 нашел. Ну ладно. Ой, как хорошо, что антимаг сейчас не присосался к Марсу. То есть, когда я против воинов попался, он присосался к Марсу. А, ну все, ладно, забираю свои слова назад. Присосался все равно к Марсу. Ну только не к игру. Хан еще есть. Не, ну я все-таки думаю, не зря богов заблокировал. А что там по темпларке? Оно 2 звезды будет? Надо будет минус броню найти себе под темпларку. Так, темпларка в 2 звезды есть, хорошо. Надеемся и верим. Надеемся и верим, что она вылупится в 3 звезды. Можно было бы, в принципе, ее и сейчас достать. Судя по тому, что я вижу у своих противников. Там гоблины есть, может урона не хватать пробивать. И 2 жреца, кстати, есть. Это хорошо, что я медальон не скипал. Я думаю, все-таки через убийц надо поиграть. Да, надо через убийц. Мне тупо урона не хватит их пробивать, если я буду играть не через убийц. Сейчас беру 9, на 9 начинаю ролиться, находить всех убийц. И кайфовать. Плюс горн поставлю еще сверху, чтобы на горн агрились все остальные. Это, конечно, не сильно может мне помочь, но в любом случае может мне помочь. Антимаг, конечно, решает все вопросы, просто не имбовый персонаж. Есть инвокер еще. Ну, инвокера я не люблю. Инвокер это такое. Сейчас 9 берем, на 9 начинаем ролиться, все. А ну-ка, темпларочка, давай, покажи. 4 из 9. Ну? Молодец. Молодец. Жалко, тут нету реликвии яиц. Можно было бы попробовать темпларку собрать через яйца. Всего лишь мне надо было 2 темпларки легендарные найти и кучу яиц. Ну, 4 яйца. Было бы жестко. Не знаю, может предметы уже в Тинкера перекинуть. На 9 уровне Дизраптора собрался в 3 звезды. Ой, в 2 звезды. Красавчик. Нет, багровый клинок. Нет, нет, нет. Больно. Да, ситуация из резко хорошей превращается в дрянь полнейшую. Не знаю, я, наверное, все-таки темпларку до 3 звезд не дождусь. Надо ее будет уже раскрывать. Я что-то
Не верю сейчас в то, что я смогу ее в 3 звезды достать. Не верю, и все. Надо хотя бы в 2 звезды достать. Хотя 5 из 9 вроде бы неплохо Мамора поднимает ее. 2 кристалла на ману плюс 50 закинул дизраптора. Интересно. Только ж недавно в чате писали о том, что 2 палки не стакаются в одного персонажа, и по итогу 2 кристалла маны закинул. Ну ладно. Ну ладно. Не, это жестко. Он, кстати, может там сыграть на либо шаманах, 6 шаманах. А скорее всего, может и сыграть на 6 шаманах. Хотя черт его знает, как он будет играть. Я-то в голову его не залезу, не смогу сказать. На чем он будет играть. Так, что там по предметику? Давай, покажи, покажи. На самом деле 2 обалденных предмета мне сейчас упало. Я, наверное, выйду из инкама и начну ролиться. Надо убийц ставить. Темпларка 6 из 9. Я, наверное, возьму мифриловый доспех, потому что там есть багровый клинок. Чтобы этот багровый клинок себя скидывать. Ну, всякую хрень еще скидывать сверху. Ладно, я, наверное... Блин, у меня такое замешательство. Я хочу уже скипнуть эту темпларку. Очень хочу скипнуть. Омник. Блин, Омник это вообще прекрасно, но... Под горн не влезет. Ладно, пора доставать. Пора доставать и закидывать предметы сейчас. Ману плюс 50 закину. Щит плюс это закину сюда. Короче, пока так. И сейчас потом надо будет поролиться. Найти другие фигуры. А чё ты стоишь? Что это было? Ну, спасибо, хотя бы забрал так. Проиграл, но немного хотя бы проиграл. Я таки не понял, почему у меня темпларка стояла на месте. Никого не била. Такой бред уже. Дальше надо идти в уровень. Я, наверное, предметы, может, поищу сейчас. Горн мне 100% понадобится. На эту сторону сейчас буду перекидывать убийц без баны, чтобы туда антимаг прыгал и, в принципе, ничего не делал. Так, эти предметы я уберу. Магического урона там нету. Поэтому плащ пальто 2 тира мне не надо. Хотя мне может такая хрень упасть. Нормально. Все. Скорость атаки у меня достаточно. Мне теперь нужен урон. Мне теперь нужны предметы на урон. То есть мне нужны криты 5 тира. Мне нужен дезолятор. И предмет 1 тира мне нужен, который дает минус броню. Будет вообще шикардос. Нет. Ничего себе ты там себе дизрапторов. 2 дизраптора в 2 звезды. Серьезно? Охренеть, это все на 9 уровне. Да, не, но на самом деле, возможно, если бы не дизраптор, то моя темпларка бы справилась. Не факт, конечно, но возможно. Почему я так говорю? Потому что, ну, извините меня, ничего себе у тебя стол. Он на 9 уровне все это нашел под шлемом Ареса, столько легендарок. Обалдеть. Да как вы это делаете? Я негодую. 48 монет надо попродавать фигура. Поехали. Мне горн нужен. Без горна будет тяжело. С горном будет попроще. Короче, почему я так негодую? Да элементарно, потому что я миллион раз пытался такое же повторить. Вот чтобы вы понимали, я пытался записать эти мехов.
пытался записать. Короче, много чего я пытался записать. Я брал шлема Реса, ролился. Мне тупо легендарные фигуры не шли. А тут посмотрите, как он много легендарок нашел. 2 дизраптора, еще и дух в 2 звезды. Охренеть не встать. Так, минус броню берем, пригодится. Останется только, по сути, дезолятор найти, который дает минус 12 брони. Ну, будет трудно против него играть. Если он найдет себе еще и цветку сверху, то у него будет 2 дизраптора с фулл шмотками в основном дизрапторе. Так мало ли того, что у него там еще идеальная комбинация под духа 5. Блин, ну игра будет сложная. Я, может, это и не вывезу. Мне нужны будут предметы сильные под темпларку, чтобы я смог это вывести. Антимаг еще тоже там. Ну, он играет тупо через антимага. Поставил себе еще и чистый урон с руки. Урона тупо не хватает. Вы посмотрите, как мало урона. Боже. Ребята, ситуация, мы в дерьме. Я охренею, как он понаходил легендарки. У меня 3 хп осталось. Я даже не знаю, смогу ли я зайти хоть в какой-то топ. В топ-3 вряд ли. Может, мне ведьмаков найти поставить сверху? Чтобы гоблинов пробивать, чтобы у меня был чистый урон с руки. Все равно от хила никакого нету. А скорость атаки у меня достаточно. Я думаю, под 6 убийцами хватит. Омник. Но омник мне не нужен, по факту. Рыбалка. Может, кабанчиков взять. Просто может упасть какая-то хрень. Например, жезл Кира. Я думаю, может, кабанчиков все-таки взять. Аптечку обузить я никак не смогу. Или рыбалку, просто денег получить. Хотя ладно, я, короче, кабанчика возьму. Кабанчиков возьму, потому что мало на что это повлияет. Медальон скипать нельзя. Предметы тоже, которые у меня есть, скипать нельзя. Там есть у него синергия жрецов. Не знаю, может предмет 3-го тира поискать. Мифриловый доспех тоже не особо хочется скипать. О, меч плюс 25 урона пойдет. Вместо мана плюс 50 закину. Потому что мне урон нужен хоть какой-либо. Хоть какой-либо урон, но он мне необходим. Так, убийца Горн. Надо. Вместо вайпера поставлю. Убийца Горн может просто дать стяжку и будет больно. Ля, криты как попрокали. Если бы не криты, я бы вряд ли его забрал. Тупо с помощью критов вынес. Вот это мне повезло сейчас. Мне нужно много урона. На самом деле мне нужна перчатка 5-го тира. С перчаткой 5-го тира я смогу прямо здесь наваливать, будь здоров. И Рики нужен. Рики буду собирать потихоньку. 2 темпларки пришло. Реально жалко, что здесь нет реликвий яиц. Было бы круто. У меня 3 хп. В рыжего лиса сейчас предметы перекину, потому что он посильнее будет. Рики посередине стоит, в принципе, неплохо. Так, здесь жрецы. Жалко этого добряка на рыжем лисе, который сдох. Так, минус 1 жрец. Все, мы остались, получается, против троллей. И остались против жреца. Есть яйцо, яйцо я хочу взять. Мне надо предмет 5-го тира искать. Может, 3-го тира поискать дезолятор. Нормально, выноси их, выноси.
Давай, я в топ-3 уже зашел, уже хорошо. Но у него жесткий стол. Очень жесткий стол. Он еще и цветку поставил. А цветку сейчас убрал, почему-то поставил Зевса. Интересно. Ну ладно. Просто две цветки дают клонирование предметов в дубликаты, но ладно. Блин, у него жесткий стол, очень жесткий стол. Ну вот он такой стол нашел себе на 9 уровне под шлемом РС. Это прям удивительно. Как я его выиграю сейчас, непонятно вообще. Кстати, антимаг вылетел. Хорошо. У меня 3 хп. Не знаю, мне надо искать перчатку 4 тира. С перчаткой 4 тира мне будет намного проще играть. И БКБ, наверное, надо найти. Там дизраптор с драконьим рогом. Не очень хорошо. Он мог бы вместо антимага поставить цветку. Я возьму бессмертие. Мне кажется, бессмертие намного больше зароляет, нежели маска 5 тира. С маской 5 тира, я думаю, я так не отхилюсь. Там слишком много урона будет прилетать, нежели я смогу отхилиться с маской 5 тира. Блин, ну, сейчас на самом деле... Давай, жми! И заказну катку на YouTube, ГЦ. Ты не знаешь, с какими слезами на глазах я попытался эту темпларку записать, но на самом деле еще как бы ничего не ясно. У него все шансы выиграть. Но у него реально все шансы выиграть. Вы видели, на каких соплях я только что вынес этот раунд. Или ему элементарно сейчас придут немного другие предметы, и он меня тупо вынесет. Какие-то предметы на контроль. Почему он цветку вместо антимага не хочет поставить? Вот это мне интересно. Поставил бы цветку, у него бы дубликаты имели предметы. Он правильно думает, что он может в легкую игру. Да в смысле? Нет, только давай до конца драться. Все, до конца деремся. Я очень не люблю, когда мне просто так поддаются. Боже, урона тупо нет. Вы посмотрите. Просто тупо урона нет. 9 убийц, а урона вот как слезы. По 300 криты. Серьезно? Какой же бред. Ну и посох 3 тира упал, который мне вообще никуда не вкатил. Это мне все не надо. Ну, типа багровый клинок, окей. Не знаю, я, наверное, попробую найти себе чистый урон. Не факт, что это поможет. Ну, лучше, наверное, чем в 200 урона быть. Нашел чистый урон. На антимаг у меня есть хотя бы хоть что-то. ТБшку нашел. Осталось вингу найти. Не факт, что это поможет. Возможно, это даже сейчас будет последний раунд. Сейчас посмотрим. Сейчас самая главная расстановка. Боже, какие у него тут фигуры, я шибу. У него 2 духа пятерки, 2 дизраптора, импреска. Но я до сих пор не понимаю, почему не поставить себе вместо антимага цветку. Цветка очень жесткая. Жить, 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 жить. Боже, на каких соплях я это выигрываю? Я думаю, с маской 5 тира у меня бы это не получилось. Но сейчас может конечная быть. Беру гримтача. Чтобы у меня было побольше демонов. Не знаю, у меня урона не хватает. Там цепочка, ой-ой-ой. И Рики мне, в принципе, и некуда ставить. Да, как по мне, ему надо вместо антимага поставить цветку. У него просто будут легендарные фигуры с дубликатами, с дублирующими предметами, если правильно сказать. 2 дизраптора, которые сразу инкастово кастуют и все такое. Просто и обезруж прилетел, и цепочка прилетела, и мифриловый доспех пошел в жопу по итогу.
Серьезно? Да, спасибо, мифриловый доспех. Найс. Найс, работает мифриловый доспех. А безоруж прилетел, цепочка прилетела, все мне прилетело, Саня отдыхай, Саня чиль. Но на самом деле эта игра очень классная. Ну, хоть как-то на темпларку получилось немного реализовать. Показал он, в принципе, ее потенциал. Показал, что она, в принципе, может. Но урона тупо мне не хватило. Со скоростью атаки у меня не было проблем, но мне вот урона тупо не хватило. Тупо не хватило урона. Но я таки не понял, какого лешего у меня не сработал мифриловый доспех. Вот кто-то может мне объяснить, почему не сработал мифриловый доспех? У кого-то есть какие-то догадки? Потому что ну, это полный бред. Полный бред то, что у меня мифриловый доспех не сработал ни на цепочку, ни на обезоружь. Вряд ли бы мне здесь БКБ помогло. Доспех экзорцизма вообще бы не помог, потому что это самый бесполезный предмет, который только есть в этой игре. Ладно, но игра на самом деле классная такая. Драйвовая. Огромное уважение человеку, который на первом месте был, потому что он не ливнул и не дал просто так мне победу. Потому что так намного интереснее было. Потому что была катка, где ну, вот прям на тоненького игралось, и он ливнул в конечном итоге, когда у меня остался 1 хп, и просто дал мне победу. Грустно. Я такого не люблю. Вот мне нравится такое. Драться до конца. Никакой легкой победы, никакого легкого топ-1. Ну, получилось темпларку реализовать, насколько смог. Чуть-чуть бы, наверное, предметы другие. Может быть, ведьмаки бы зарешали. Но урона у меня в конечном итоге так мало было. В принципе, по дракону на 35-м раунде было видно, сколько у меня урона. Со скоростью атаки все норм было, а вот урона тупо нет. Не знаю. Давайте так. Вы напишите сами в комментариях, что думаете по поводу этой игры. По поводу реализации темпларки. Ну, не забудьте поставить свой лайк обязательно в поддержку данного ролика, поддержать меня, чтобы мне было приятно. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!